Да, мне кажется, здесь очень здорово, вот эта вот метафора токсичности, да, если ее чуть-чуть немножко перевести, вот токсичность как ядовитость, да, то есть что-то, что действительно вот причиняет такой вот вред, да, который виден, какой-то след оставляет. Да, и мы говорим, что после токсичных отношений, но очень часто рушится самооценка, да, она подвергается, ну, как минимум атаке, да, и какой-то очень устойчивый, суперустойчивый человек может это выдержать, но все равно атака будет, да. Но у большинства людей просто самооценка рушится. Момент очень показательный — это конфликты, да. Практически во всех отношениях бывают конфликты. Но если это отношения с человеком, вот у которого есть вот эта вот токсичная часть, да, нарушение личности, да, какое-то садистическое, такое вот, направленность садистическая, то конфликты с этим человеком, они не будут продуктивными. То есть в норме, да, вот есть нормальные отношения. У нас происходит какой-то конфликт, да, и мы настроены на то, чтобы его решить. И даже если я обижаюсь, я могу что-то неприятное сказать и так далее, и мне человек может что-то неприятное сказать. Но потом, когда конфликт решен, наши отношения становятся лучше. То есть это как, ну, такой кризис, да, вот нам нужно выработать как по-новому. Да, вот часто этап притирки, да, люди начинают жить вместе, один делает одно, другой делает другое, и нужно договориться, как нам это делать, чтобы было каждому комфортно. И это, ну, бывает непросто и так далее. Но в токсичных отношениях не становятся отношения лучше, а один из партнеров как бы делает вывод: ой, я вот так вот больше делать не должен никогда, тогда конфликта не будет, потому что проблема во мне. Да? Вот если есть такие мысли регулярно после конфликтов, что ой, это я виноват, виновата, если все, я вот так вот делать не буду, я не знаю, а, я не буду там вот этим ножом резать там колбасу, потому что там, не знаю, у мужа это вызывает истерику, потому что вот этим ножом колбасу резать нельзя. И когда ему говоришь, что, ну, там, ну, слушай, пожалуйста, ну, там, говори как-то вежливо на эту тему, он говорит, нет, нет, невозможно, это настолько ужасный поступок, вот ты делаешь такой ужасный поступок, он меня так выводит, невозможно. Ну, то есть вот человек все время после конфликта думает: так, я сделал что-то, что его очень стригерило. Может быть, я не считаю, что это там, ну, действительно ужасный поступок, не тем ножом резать колбасу. Причем пример из реальной практики. Вот. Но, как бы потом вот такой вывод, типа: хорошо, все, я не буду резать этим ножом колбасу, и у нас не будет конфликтов. Но это не так. Потому что человеку просто вот ему нужно вот эти конфликты вызывать, вызывать, вызывать. Мужчина, которого не останавливают слезы, ну, какой-то женщины, да. Я вот видела просто со стороны, как мужчина со своей мамой разговаривал. Она заплакала, а его это не остановило, а вот наоборот еще больше в раж ввело. Вот, то есть такое вот как бы, ну вот хорошие, мне кажется, раньше, вот сейчас говорят токсичные люди, да, раньше это называлось энергетические вампиры. Да? Вот когда вот такой вот человек как будто упивается негативными эмоциями другого, да, и вот какие-то предельные эмоции, они его не останавливают для того, чтобы он, ну, как-то изменил свое поведение. Да. Со мной что-то не так, от этого начинается страх выйти из этих отношений в том числе, да, мне здесь плохо, но я ужасная партнерша, я самая отвратительная, там, не знаю, жена или любовница. Человек все хуже и хуже и хуже и хуже думает о себе. Да, вот в чем как бы проблема. Он не думает, что, вообще, как он себя ведет. Да, и вот иногда приходят ну, вот, люди, которые не осознают, что они находятся внутри токсичных отношений, да, они говорят, ну вот там я неадекватно реагирую, да, вот мой муж там, не знаю, мне изменяет, а я неадекватно реагирую, да, он же никому не принадлежит, я должна к этому относиться нормально. Вот давайте научите меня не триггериться, что он мне изменяет, да, потому что он говорит, что это моя проблема.
Вот такого плана, да, то есть иногда вообще все переворачивается, и человек действительно уже может, ну, терять какие-то ориентиры. Но самое, мне кажется, неприятное — это как раз разрушение самооценки. Да, когда вот женщина или мужчина просто думает: все, со мной все не так, я какой-то ужасный, весь никакой, и со мной там вообще никто не хочет быть". И не знаю, мне нужно очень сильно измениться для того, чтобы вот этот вот мой партнер меня, ну, снова принимал, да. При этом партнер, ну, как бы говорит: "Ты ужасная или ужасный, но я тебя очень люблю, только я тебя люблю". Да, ну, как бы, и вот, ну, как всё, да, вот страх, ну, и повышенная самооценка. Попасть может вообще любой человек. Вот любая абсолютно женщина, хотя очень много говорят, там, и коллеги говорят о том, что все таки ну, там есть какая-то предрасположенность. Это абсолютно так. Но, тоже, да, что понятно, у нас, как бы у нас очень редко нас в детстве там действительно качественно долюбили, скажем так, да, любили так, чтобы мы вот чувствовали: "Я такая, какая я есть, я прям классная, я правда хороша, какая я есть. Не лучше других, не хуже, а вот такая, какая я есть, вот мне нравится это". Да? Вот такого вот ощущения из детства, правда, у людей мало. И это обычно дает в начале отношений, да, вот партнер, с которым, ну, могут быть токсичные отношения, да, иначе там никто не останется. Раз вот этот вот ловбомбинг, да, когда ты вообще такая, просто лучше нету вообще никогда. То есть это какая-то сверхценность, вообще супер, ты просто потрясаешь. И человек, у которого достаточно крепкая самооценка, тоже ему может это понравиться. Да, вот есть, ну, некоторые говорят, что типа, если к женщине вот с такой вот самооценкой подойдет мужчина, и начнет говорить: "Ты просто вообще богиня, я не знаю, там вообще, я таких никогда не видел", и так далее, что если у нее достаточно крепкая самооценка, она подумает: "Ну, это что-то не то, это какая-то не норма". Может быть. Но мне кажется, что это может зацепить, если это успешный человек, а чаще всего это успешные люди. Если он интересный, если он классный, то она подумает: "Ну, немножко чрезмерно, ну, а что такого? Я же действительно хорошая, я же действительно классная, почему нет?" И плюс, да, вот здесь у меня висит как раз портрет, ну, не портрет, а репродукция картины Пабло Пикассо, да, литография называется. И что он говорил? Да, вот есть 2 типа женщин: коврики для ног и богини. Самое большое удовольствие — взять богиню и сделать из нее коврик для ног. Вот поэтому мне кажется, что может попасть любая женщина. И да, могла быть нормальная, адекватная самооценка, да, с хорошим принятием себя. Но в любом случае внутри этих отношений, но это происходит просто с каждым человеком, это происходит постепенно. Вот, кстати, есть один пример. У Саши Сулим было интервью, с девушкой, которую, ну, там избивал ее партнер, видимо, у него какое-то нарушение было. И она такая, она очень нежная, она очень хрупкая, она очень ранимая. И он очень быстро перешел к каким-то жутким садистическим вещам. А потом, оказалось, что, ну, в общем, другая женщина, которая была в отношениях с этим мужчиной уже там после этой девушки, она с ним, она рассказывала, значит, тоже, она записывала свое видео. Она говорила о том, что, как бы со мной так не было. Были вот эти вот шаги, они были медленнее, потому что она была у нее, ну, гораздо больше опор было в жизни. Вот, поэтому, ну, как бы он бы ее тоже сломал, если бы она там оставалась. Но она говорит: "Мне друзья говорили: обрати внимание, обрати внимание, обрати внимание". Он бы её тоже сломал, но гораздо медленнее. Вот, поэтому, ну, как мне кажется, мы все можем быть уязвимы, и не нужно говорить: "Если у меня все хорошо с самооценкой, меня это никогда не коснется". Надо быть начеку. И на самом деле надо очень помогать тем людям, которые попадали в токсичные отношения и вышли из них, и поддержать их, что на самом деле твоей вины в этом нет. И вот это как раз тоже одна из основ, да, вернуть свою самооценку обратно, что не я какая-то поломанная, что он меня привлек, да, не я какая-то плохая была в этих отношениях. Это такой человек, вот как, я не знаю, ну,
действительно, мы, если там наступили куда-то, ну, не наступили, если мы попали где-то, вот где есть что-то токсичное, да, не нужно обвинять себя, что я там, не знаю, вдохнула токсичный газ, да. Этот токсичный газ здесь не должен быть. Основная сложность в том, что нормальные отношения и токсичные отношения начинаются довольно похожим образом, да. Это слияние, это восторг людей друг от друга и так далее. И действительно, например, если там мы говорим вот даже, я просто слушаю сейчас много интервью с людьми, которые сами говорят о себе, например, у меня нарциссизм, и даже иногда это поставлено психиатром. И они рассказывают про себя. И вот они говорят, я там, например, когда вижу женщину, да, вот мужчина, например, я когда вижу женщину, у меня, ну вот действительно, вот эта идеализация, вот она, мне кажется, самой прекрасной на свете. Но как только я вижу, что она обычный человек, да, у меня начинается к ней агрессия. И, ну, в принципе, когда мы влюбляемся, нам тоже так кажется, да, в норме, что это такой прекрасный человек. То есть это этап нормы. Дальше, но это длится где-то примерно полгода. И больше, чем полгода, ну, максимум год, люди с нарушением личности, они не выдержат. Они начнут что-то показывать. Чаще всего они показывают это сразу. Это может проявляться в каком-то неприятном отношении к людям, которые что-то сделали при нем не так. Да? Но чаще всего, вот говорят, это люди, которые связаны с каким-то сервисом, да, это, там, официанты и так далее. Это в целом такое пренебрежительное отношение к женщинам. Да, когда вот ты прекрасная, а все остальные там какие-то глупые женщины, да, ну вот там все истерички, а вот ты вот у меня там единственная хорошая. А, можно посмотреть, иногда это проявляется тоже вот в отношениях с матерью, например, с сестрой, еще с кем-то. В общем, и если человек при вашем там новом партнере сделал какую-то ошибку, и это вызывает вот бурю негодования, чрезмерную агрессивную реакцию, да, это красный флаг. Ну, мы смотрим там на эмпатию и так далее. Да, есть разные техники там, как можно проверять, там, вплоть до того, что рассказать, что, например, вот, да, там, не знаю, у меня там есть знакомая, да, и вот ее избил муж, потому что она его там заподозрила в измене, там, выкидывала его вещи, разбила телефон, и он ее побил. Чтобы бы, типа, и сказать, что ну вот так ей надо, да, и посмотреть на реакцию, например, да. Но я все-таки считаю, что это ну, какое-то чрезмерное такое, да, можно заметить и по другим вещам. И плюс, конечно, должен насторожить чрезмерное вот это вот восхищение, вот эта идеализация, да, и как раз когда я работаю с восстановлением самооценки, да, я работаю через EMDR, и мы перерабатываем как травму, как травматический опыт, вот этот вот love-bombing, потому что он тоже неадекватен, как бы, он тоже иррационален. Да? То, что, например, там, женщина или мужчина чувствует в начале отношений с партнером, да, который потом вот, ведет эти отношения именно токсично, это иррационально, да, это сверх эмоций. И часто бывает достаточно их снять, да, вот как раз именно вот эту часть, для того, чтобы человек мог вообще-то освободиться потом от этих отношений. Потому что еще там вот удерживает, да, вот эта часть, что ну я же такая классная рядом с ним, и он такой классный, и это же моя вина, да, вот они очень сильно внушают. Это твоя вина, что я стал плохим как бы рядом с тобой. Это ты меня таким делаешь. А если ты будешь нормально себя вести, ну, нормально, то я снова буду чудесным и буду тебе давать вот это. Но это иллюзия. Да, и когда мы снимаем эту иллюзию, человек уже может как раз выйти из этих отношений. Да, но это, конечно, зависит все-таки от того, что было в детстве, да. Если у человека все-таки была достаточно уже крепкая самооценка, да, или уже была какая-то проделана работа над собой, то восстановить самооценку проще, да. Мы здесь смотрим на то, что это было нерационально, что эти слова, которые говорил человек, это все неправда, да, они не от того, что все-таки там вы действительно неправильно делали что-то, да, а,
а от того, что это, ну, особенность человека такая, да. Здесь, у меня есть ам, одна техника. Значит, я предлагаю представить слова, которые говорил партнер, да, разрушивший самооценку, представить в виде какого-то мусора и выбрасывать в мусорную корзину. Да, там, не знаю, ты толстая. Это там, не знаю, говорилось девушке, у которой индекс массы тела там 20. Да, потому что вот ему хотелось, чтобы она была совсем, например, там худая. Ну, на самом деле не потому, что ему чего-то хотелось, а просто потому, что ему нужно было куда-то свои садистические наклонности, да, реализовывать. Соответственно, это там не я толстая, когда у меня индекс массы тела 20, да, а это вот, не знаю, какой-то яблочный огрызок вместо мнения, я могу его выбросить, да, просто вот все, я эту идею выбрасываю. И это, ну, как бы помогает прям вот всё. Эти слова — это неправда, это мусор. В нашей жизни он не нужен. Что мы делаем с мусором? Мы от него избавляемся. Например, ну, там одна из техник, как я предлагаю. Ну, а дальше тоже это еще зависит, да, куда это попадало. То есть и мы смотрим, ну, у кого-то, опять же, у кого-то попадало в сферу карьеры. Ты, например, там ничего не можешь добиться, да, часто вот манипулятивные женщины, мужчина могут говорить: ты ничтожество, там ни на что не способен вообще, там, вот, там Петя зарабатывает, а ты там, не знаю, какой-то весь не такой, да. Если это попало туда, то мы смотрим и восстанавливаем там, в зависимости от реальной ситуации, да. Если это попадало, там, не знаю, во внешность, ну, опять же, там можно провести какие-то через когнитивно-поведенческую терапию, можно придумать какой-то эксперимент, да, вот, например, там, не знаю, правда ли меня считают толстой? Да, вот давайте вы там прям выставите в соцсетях свою фотографию и скажете: вот у меня такой-то рост, у меня такой-то вес. Там я толстая, вот вы меня видите на этой фотографии толстой. Да, и посмотрим, что будет. То есть здесь мы ну, учимся опираться на реальность разными способами. Да, мы не, ну, у нас нет задачи сделать ну, что-то тоже иррациональное. Да, нам нужно, вот есть опора на факты. Да, и эти слова, они были неправдивые, и вот есть доказательства. Ну, где-то это достаточно просто обсудить. Во-первых, обычно все-таки человек становится более чувствителен, да, и смотрит, уже здесь он понимает отличие человека с эмпатией от человека без эмпатии. Да, уже проще после того, как человек был в таких отношениях, он это лучше может увидеть. Вот тот, кто не был в таких отношениях, ему это сложнее будет увидеть, да, потому что на начальном этапе у этих людей большая когнитивная эмпатия, они ее показывают, да, это чуть позже видно. Ну, то есть это уже предохраняет. Но, конечно, если мы хорошо поработали с самооценкой, да, и вот действительно пришли к тому, что я вот такая вот, какая я есть, и мне это нравится. Да, вот мне нравится, какая я. Да, может быть, там, ну, есть какие-то черты, которые я бы хотела улучшить. Ну, окей, ну ничего страшного, да. То тогда, ну, кто-то может что-то сказать, это не будет, но все-таки прям совсем все равно, да, это может быть не очень приятно, да, но потом я себя успокою, да, что, ну, не знаю, что этот человек, ну, может, у него было плохое настроение, да мало ли, почему он так сказал. Ну, как бы обычно вообще-то, мне вот нравится говорить, да, люди несчастны люди злы в той степени, в которой несчастны. Да? Ну, а зачем другому человеку говорить мне гадость? Он как себя сам чувствует в этот момент? Ну, вряд ли ему прям хорошо. Да? Ну, как бы, а какое это имеет ко мне отношение? Больше обращаются женщины в целом. Да, у нас женщины больше в контакте с своими эмоциями, больше расположены запрашивать какую-то помощь, да, поддержку. Сейчас и мужчины приходят. У меня было в практике несколько случаев, когда и мужчины сталкивались с тем, что женщина, да, проявляла токсичное поведение в отношениях. Но чаще это женщины. Кто доходит до терапии, да, там было детство еще непростое.
Да, то есть мы берем, опять же, вот я работаю через EMDR, и мы берем какой-то вот, когда я с моей партнершей почувствовал себя плохим, да, каким-то там ничтожным, да, мы возвращаемся, было ли что-то похожее в детстве. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, там, 20 ситуаций, например, да, когда вот, ну, что-то такое происходило, и я в детстве про себя думала, да я какой-то вообще, ну, я совсем, все, меня нельзя любить, да, например, да. И дальше мы работаем уже с этой установкой, с этим убеждением. Но если вот этого, например, там было мало, то, конечно, ну, восстановить проще, да. В общем, это в любом случае зависит, что у мужчин, что у женщин, это в любом случае зависит от того, что было в детстве, да. При этом часто, кстати, бывает все таки что у людей были довольно там жестокие родители, да, которые могли там какие-то, ну вот самооценку им не такую создавали, да, где вот опора на себя, да, принятие себя, ну, довольно много было критики, да. При этом, если попадается хороший партнер с надежной привязанностью, эмпатичный, доброжелательный, да, то вот это вот как раз в хороших отношениях самооценка может восстановиться сама по себе. Это человек выбирает сделать больно другому человеку. Это он выбирает ему все время делать неприятно, да, убеждать его, что он там плохо чувствует, что его чувства неправильные, что он сам весь неправильный, что вот его поступки неправильные и так далее. Да, и когда люди выходят из этих отношений, думают: "Вот, во мне что-то как раз было, да, что меня, может быть, там в эти отношения привело", и так далее. Даже если было что-то, может быть, не знаю, но это не ваш выбор, это выбор насильника психологического. И ответственность нужно отдать ему. Да, и сказать: "Мне есть за что себя пожалеть, но не за что себя винить". И вот это, мне кажется, очень важно.